Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфа. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Американский СПГ отказался от завоевания Европы. В США прогнозируют снижение добычи сланцевого газа. Цены на газ падают. Многомиллиардные инвестиции в СПГ-индустрию США под вопросом. Александр, а будет или не будет переизбыток СПГ на мировом рынке, о котором так много говорят? Ну, во-первых, про сланцевый газ. Это вообще очень забавная ситуация, потому как если вы посмотрите, да, если вы смотрите это видео и до сих пор не подписались на этот канал, если вам не сложно, подпишитесь. Я уверен, вы молодец, вам не сложно, и мы полностью одобряем ваше решение нажать на кнопочку подписки. Так вот, с сланцевым газом вообще очень забавная ситуация. Если мы посмотрим на американскую статистику газовую, то у них практически нет спадов за прошедшие лет 15-16. То есть с момента, как началась вот эта сланцевая революция, там газ в основном растет. Есть противоречивые данные за 2016-2017 годы и противоречивые данные за 2020 годы. Противоречивость этих данных проистекает из, скажем так, их интерпретации, но даже если мы будем брать самую благорасположенную статистику к американской газодобыче, в лучшем случае там будет примерно тот же уровень добычи, что и за предыдущий год. А ряд крупных, крайне уважаемых, без дураков и без шуток, крайне уважаемых аналитических структур вообще считают, что в 17 и в 20 году добыча газа в Соединенных Штатах снижалась. Не падала, не рушилась, но снижалась. То есть, если бы те условия, которые сложились к тому моменту, сохранялись бы, то добыча продолжила бы снижаться. Что это за условия? Это, во-первых, нефтяной кризис, который возник в 2014-2016 году. Казалось бы, а при чем тут газ? Кризис нефтяной. При том, что на внутреннем американском рынке я, если что, записывал для Инфотека отдельный ролик именно вот про сланцы. Можно либо в ВК, либо на Ютубе зайти посмотреть. Там как раз вот про сланцевую революцию подробнее, но если кратко, то у сланцевой революции очень быстро наступило похмелье. Очень быстро пузырь стал лопаться. Пузырь нужно понимать с чисто финансовой точки зрения. Это не значит, что что-то началось, и оно исчезнет. Это вот, знаете, пузырь доткомов не привел к тому, что интернет пропал или интернет-торговля исчезла. Пузырь на рынке недвижимости в США в 2007 году не привел к тому, что продажи домов прекратились, строительство прекратилось. Нет, просто чисто финансово там были завышенные ожидания, туда вливались деньги совершенно необоснованные, и в конце концов пузырь лопнул. Такая же история была со сланцевым газом. Там тоже был пузырь, абсолютно классический. Все побежали, я побежал, и вы бегите, потому что вот умные люди говорят, надо денежки вкладывать, вот посмотрите, это крайне перспективно. И да, действительно, вначале это все было крайне перспективно, потому что сначала, ну, когда вот сланцевая революция, так называемая, она только стартовала, а газ в Америке стоил где-то $450 за 1000 кубов. И знаете, когда у вас расходы на извлечение этой 1000 кубов составляют где-то 100-150 долларов, а газ стоит 450, ну, почему бы не вложить? Вложим, отобьется. Но чем больше вы вкладываете денег, тем больше добывается газа, возникает переизбыток, и что происходит? Цена начинает снижаться. Сначала там до 100 долларов, потом ниже 100 долларов, и тут, ой, часть игроков столкнулись с тем, что несмотря на распиаренное и действительно имевшее место снижение себестоимости добычи, это снижение было несколько не столь быстрым и не столь эффективным по сравнению со снижением цены на этот самый газ. То есть в итоге некоторые компании стали просто разоряться, но, во-первых, этот кризис за счет замкнутости североамериканского рынка на самом себе не выплеснулся за его пределы, то есть никто не ощутил последствия, по большому счету, этого кризиса. А во-вторых, его быстро купировать позволило развитие добычи сланцевой нефти. И по сути газ стал зачастую лишь побочным продуктом при извлечении сланцевой нефти. Вот. Там потом пришел 2014 год, сланцевая нефть, ее добывается все больше и больше, избыток предложения, но нефть это уже мировой товар. Нефти добывается все больше, избыток предложения, что происходит с ценами. То же самое, что с ценами на газ в Соединенных Штатах. Цены начинают падать. Цены начинают падать, замедляется добыча в Штатах. С 2016 года она начинает падать, добыча нефти начала падать в Соединенных Штатах Америки, начиная где-то с
июля 2016 года. Почему же так поздно, если с 2014 года уже кризис? Потому что есть инерция. Там деньги вкладываются, как бы добываться эта нефть начинает, ну, через год, через 1,5 года. Ну, вот у вас в середине, там, во второй половине 2014 года у вас рванул кризис. Пока этот кризис добрался до ваших капиталовложений, пока сокращение капиталовложений сказалось на объемах добычи, ну вот прошло довольно много времени, и середины 2016 года добыча в Штатах стала падать. Притом именно падать. Она довольно быстро сократилась с 9,61 миллиона баррелей в сутки где-то на 1 200 000 баррелей. Ну, на 1,2 миллиона. 9,6, 1,2. Заметная доля. Притом 2/3 всей нефти, которая тогда добывалась, была сланцевой нефтью. То есть к тому моменту основное сокращение как раз пришлось на вот этот самый сланцевый сегмент. А значит, снижение добычи сланцевой нефти неминуемо, так как газ– побочный продукт, неминуемо должно было сказаться на добыче сланцевого газа. И вот в 2017 году нефть сокращает добываться с середины 2016 года, и в 2017 году мы уже видим сокращение добычи газа. То есть там уже было видно, если брать месячные показатели, то есть там, ну, январь, ну, условно говоря, там, январь, февраль, март вот, 2017 года к январю, февралю, марту 2016 года, но и по ряду оценок по итогам 2017 года тоже произошло сокращение добычи. Притом отчасти его избежать, ну, более крупного сокращения удалось избежать за счет того, что добыча нефти вновь начала восстанавливаться. Не прям расти, но восстанавливаться. Ну и добыча газа, соответственно, тоже пошла вверх. Вот на тех площадках, где добывалась и нефть тоже. Я немножко утрирую, отбрасываю ряд не очень существенных для нашего разговора моментов, но вот примерно так это все выглядело. И потом в 2020 году сокращение, опять же, было связано с резким падением добычи нефти. То есть добыча нефти на 1 миллион баррелей сократилась за месяц, с марта по апрель, ну хорошо, за 1,5 месяца. С марта по конец апреля, с середины марта, вот, по конец апреля 2020 года и продолжила сокращаться в Соединенных Штатах. То есть этот показатель гораздо более высокий, чем в 2016 году. Там падение началось с позиции в 13,1 миллиона баррелей в сутки, но все равно, знаете, у вас было 13,1, а стало 10 миллионов баррелей в сутки. Куда делись эти миллионы? Просто переизбыток предложения, упал спрос, и под давлением низких цен началось вот это падение. Какое отношение это имеет к дню сегодняшнему? Имеет следующее отношение. Во-первых, впервые американская Минэнерго в лице Управления энергетической информации, это как бы структура при Минэнерго Соединенных Штатов, поэтому я иногда буду просто говорить для простоты Минэнерго, чтобы вот не усложнять всю эту историю. Так вот, американская Минэнерго по итогам первых трех кварталов текущего года осторожно прогнозирует впервые за историю сокращение добычи сланцевого газа. Еще раз, в годовом выражении. Сокращение месяц к месяцу уже фиксировалось в прежние годы по вот тем причинам, которые я ранее обозначил. А тут вот настолько существенное снижение происходит, что... А что вы с этим сделаете? А ничего вы с этим не сделаете. И основное снижение, насколько я могу судить, приходится на сегмент, где добывается, ну, вот просто газ. То есть на все еще существующие, ну, они существуют, они никуда не делись, вот эти чисто газовые сланцевые проекты, которые сохранились, ну, в наиболее выгодных областях. Я вот, опять же, немного утрируя, в наши временные рамки не позволяют, вот, знаете, начать расписывать на час-другой. Так вот, немного если утрировать, то основная добыча приходится на те плеи, то есть те месторождения, где и так все было хорошо, была относительно низкая себестоимость, либо успехи по сокращению себестоимости были наиболее значительные, но даже там невозможно было поддерживать тот уровень добычи, к которому все привыкли за прошедшие годы. И хопа, начинается сокращение производства. Но прямого отношения именно к СПГ это не имеет. К СПГ имеет отношение следующее соображение. Мы уже видели репетицию ценовой войны, если угодно, которая была в 16-17 годах,
тогда просто рассказывали. У нас многие забыли с 22 года этот сюжет, я его напомню. К 16 году, когда в Америке стартовал экспорт СПГ, тогда все говорили, сейчас американцы выйдут на мировой рынок со своим ультрадешевым газом и выдавят российский газ с мирового рынка. Ну, мирового как? С европейского рынка. Потому что европейцы будут покупать ультрадешевый американский газ, и все, и российский газ будет не нужен. Он не сможет, он не потянет. Из чего делался такой вывод про ультрадешевый газ? А из того, что газ был очень дешевый на внутреннем рынке Соединенных Штатов. Расходы на сжижение, потери при сжижении, затраты на транспортировку, затраты на регазификацию. Тьфу на вас! Что вы мешаете людям мечтать? Ну, в конце концов, это как-то бесчеловечно. Мечта, это здорово, поэтому не мешайте людям мечтать и рассказывать про ультрадешевый газ. И вот та репетиция ценовой войны показала, что первый, кто начнет сыпаться, это молодые проекты. Молодые, не защищенные долгосрочными контрактами с поставкой газа. Ну, а 2020 год вообще все расставил по своим местам, когда просто из-за резкого падения, там просто рекордное падение было цен, даже забирать газ из Штатов в какой-то момент прекратили, потому что настолько низкие были цены в Европе, что потери компаний, у которых были контракты с американскими заводами, ну, потери, им надо было, если они не берут газ, все равно оплачивать его за сжижение по контрактам. То есть завод, который осуществляет сжижение, должен иметь гарантии возврата средств в банку, у которого он эти средства взял, чтобы построиться. И поэтому в контракты вносится пункт обязательный «сжижай или плати». То есть сжижаешь ты газ, не сжижаешь. Сжижение вот такого объема ты обязан нам оплатить. Все, дальше нам ничего не интересно. Привези газ, мы сжижим, не перевозишь, все равно плати деньги. И вот для многих компаний ситуация выглядела следующим образом летом 2020 года. Если сейчас заплатить этому предприятию по сжижай или плати и не вести никакой газ никуда, то ваши потери будут меньше, чем если вы заплатите за сжижение, купите газ, ну, собственно, вам его сжижат, вы оплатите его доставку, регазификацию. Ваш газ просто будет не просто золотым, у вас просто денег не останется. Ну вот ваши потери будут настолько чудовищными, что просто ничего не надо вести. Возьмите деньги, давайте мы вот просто пока забудем о том, что мы что-то там собирались брать. Это вот к вопросу. То есть структура контрактов такова, что при любом кризисе перепроизводства первыми направлениями, которые будут страдать, это будут страдать вот эти проекты. Вот так вот, дорогие друзья. Поэтому сокращение добычи – это очень интересный момент, к которому надо присматриваться. Да, сокращается добыча сланцевого газа, что особенно интересно. Потому что, ну, о том, что эта вся история будет не бесконечна даже с точки зрения объемов добычи, говорилось не один год. И вот, пожалуйста. Ну, дождемся итогов 2024 года. Вдруг в четвертом квартале все изменится резко. Добыча вырастет. А сейчас американская Минэнерго просто, знаете, панику разводит зачем-то. Перед выборами, видимо, решили: ой, ребята, у нас все будет плохо при Байдене, голосуйте за Трампа, он добычу газа поднимет. Я не знаю, может там, знаете, засланные казачки сидели, и поэтому Трампа вот выбрали, потому что посмотрели: мама родная, газочек. Вот. Посмотрим на итоги, поговорим о них, наверное, отдельно, и будем следить за ситуацией, потому что с 25 по 27 годы возникают условия для избытка предложений на мировом рынке, который, опять же, будет воздействовать на разных производителей не одинаково. На таких производителей, как Соединенные Штаты, не так, как на Российскую Федерацию, там, на Катар, не так, как на Соединенные Штаты, ну и так далее. Поэтому тема прекрасная. Подписывайтесь на этот канал, чтобы следить за этим всем. А подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Нефтегазовая игра. И на телеграм-канал Инфотек тоже подписывайтесь. На сегодня все. Всего хорошего.
Друзья, пока YouTube замедляют, не дожидайтесь его блокировки и подписывайтесь на наши телеграм-каналы. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации на всех площадках. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.